Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минеры. Сегодня говорим о пикастерах. У нас начался второй сезон и вступили в силы очень важные изменения в пикастерах. Ну, в уголку слева вы видите, мигает у нас Scholarship, это то, о чем я говорил. Если у вас нету пикастеров, вы не хотите или не можете позволить себе собрать свою команду, вы можете перейти по этой ссылочке и вы попадете на эту страничку. Это у нас, да, школьная программа пикастеров, где вы можете проситься в команду каким-то другим инвесторам, у которых есть пикастеры. Они вам их дадут в управление. Вы будете сражаться с чужими пикастерами и награду будете делить между собой. Также, когда вы залогинитесь, вот на вкладочке, видите, появился у нас раздел стейкинг. И в этом разделе вы можете разместить своих пикастеров. Допустим, пикастеры, которые у вас не сражаются на данный момент, они у вас какие-то там лишние, или они уже там израсходовали свою жизненную энергию, но об этом чуть позже. Вы можете их сюда добавить. И смотрите сейчас, какой APR, 139, по-моему, пару дней назад он был 120 с чем-то. То есть APR сейчас даже как-то повыше стал. На этот стейкинг выделяется определенный пул наград, вот здесь внизу, и в зависимости от вашей доли вы будете получать определенный, процент, ну, который, как видите, равняется примерно 139 APR, ребята, это не APY, так что процент довольно неплохой. Ну, а пока у меня качается версия игры 2.0, давайте мы зайдем в пикастера. Вот, например, мой пикастер, и вы увидите, что появился такой параметр, как Vitality. Это живучесть. И по умолчанию у всех он пикастеров равняется 20 тысячам. Это, в общем-то, по факту его жизнь, которая будет тратиться. И как она будет тратиться, сейчас мы поговорим. И когда вы залогинитесь, ребятки, вам сразу же предложат вот такое вот окно. И это главное изменение. Вам предлагают выбрать NFT-шку, чтобы конвертировать ее жизнь, вот ту вот полосочку, где было 20 тысяч, конвертировать в энергию, которую вы будете тратить на сражение. То есть раньше этой механики не было. Теперь это так. То есть вам нужно будет по факту сжигать, ну, ваши NFT-шки будут стареть для того, чтобы вы могли сражаться. Если вы в день перерабатываете 5 NFT-шек в энергию, то вам дается одна возможность покрутить рулеточку. Ну и на которой вы, естественно, можете выиграть вот такое вот количество токенов. Например, выбираете Select, нажимаете Confirm и внизу, смотрите, читаете. Одна NFT-шка вам принесет 2 стамины. И вот эта вот конвертация потратит у вас от 1000 до 1500 очков жизни вашей NFT-шки. То есть, соответственно, примерно до 20 раз одна NFT-шка сможет выработать энергию. То есть до 20 энергий. А это значит, ребятки, что NFT-шки будут уходить с рынка. То есть, если у NFT-шки закончилась ее полосочка жизни, она не сможет больше давать энергию. И чтобы продолжать вам сражаться, придется покупать новые NFT-шки на рынке. И поэтому цена на рынке пару дней назад, день-два, она была 47, сейчас она уже 57. То есть и эта цена будет расти. Чем больше у игроков будет стареть NFT-шки, тем больше цены будут расти. Ну, также в режиме приключений у нас уже стало 30 энергии. Еще одно немаловажное изменение — это появилась эволюция. Так, переключил на русский язык, давайте заходим в эволюцию. И эта штука что нам позволяет? Эта штука позволяет нам прокачать нашего пикастера. Не просто прокачать, а даже изменить одну или несколько его характеристик. И как эволюция изменяет нашего пикастера? Классом на знак восклицания и смотрим. Эволюционные пикастеры, то есть они становятся как бы классом выше, имеют более высокие атрибуты и живучесть. Когда высокоуровневый пикастер сражается с низкоуровневым пикастером, он наносит на 10% больше урона и получает на 5% меньше урона. То есть это очень весомое изменение. Также увеличиваются боевые награды для эволюционированного пикастера. Чтобы эволюционировать нашего пикастера, нужно выбрать минимум 4 других пикастера. Ну, выбираем самых слабых, ненужных, без энергии. Стоит это всего лишь дешево, 25,1 RBP и SRBP. Но, к сожалению, это, в общем-то, рандом, то есть мы не можем никак повлиять на то, какая именно карточка нам выпадет. То есть какой она будет стихии, и вообще ни на какие характеристики мы там повлиять не сможем. Но штука очень интересная, конечно. Так, что еще вам не рассказал? Если зайти в Marketplace, у нас появилась вот вкладка продажа, то есть рынок, и вкладка Fill Market, это типа барахолка. В барахолку нам попадают все пикастеры, у которых их жизнеспособность уже хотя бы на единичку отличается от 20 тысяч. То есть в скором времени здесь будет основной рынок. Но если вам нужны пикастеры с полной жизнеспособностью, то вам, конечно, на вкладку продажи, маркет. Ну что, ребята, на сегодня пикастер остается, наверное, единственной игрой, которая приносит адекватные деньги, в которые можно играть и зарабатывать. Для всех любителей карточных игр это, в общем-то, must-have. Здесь действительно можно заработать, если вы шарите, либо хотите сами разобраться в механиках карточной игры. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч.